Я просто высказался на ту или иную тему. Запрещай, говорит, пишется через «е». Что в головах у людей, которые идут воевать? Часть детородного мужского органа, все это упаковывает в золотую раму. Есть новый день, и должна быть новая работа. Это просто пиздец. Вот эти ощущения, наверное, меня выгоняют на улицу. Это всегда волнительно. О чем я и говорил. Социальные темы. Вот это с чего я, собственно, начинал, но почему-то я так это и не вынес. Тут еще рама была золотая, но уже она канула в лету. После универа работал грузчиком где-то 1,5 года на складе. И там очень много было картонных листов большого формата. Я подумал о том, что можно все делать по музейной технологии с подписями на картонных листах. Все это упаковывать в золотую раму. Но выставлять это на улице при этом. Потом состоялся переезд в Питер. Я работал 6 дней в неделю, и я понимал, что я не создаю ничего, я только работаю. Ну, грубо говоря, проснулся, пошел на работу, пришел, поспал, пошел на работу, и так 6 дней в неделю. У меня буквально там есть час после работы, когда я пришел только домой и перед сном, когда можно быстро и максимально просто что-то сделать. Не планшетом, просто вот мышкой. Самый плодотворный период – это, естественно, когда я уволился со всех работ. Мой язык изобразительного искусства максимально прост. Восприятие и понимание зависит же от культурного багажа. Я не занимаюсь просвещением, я просто высказался на ту или иную тему. Вот. А как вы это уже поймете, это уже зависит только от вас. Lonely Long Island. Ну, Long Island – это же коктейль. Вот, и я добавил еще lonely, типа одинокий. Ну, это работа про одиночество и про то, что человек пьет сам себя. Например, работа домашние растения. Кто-то увидел в этом сердце колючее в цветке, кто-то увидел часть детородного мужского органа. Это был цикл избыточность, переосмысления предметов избыта, которым мы пользуемся каждый день. Я выкладывал по одной работе в день. Просыпаюсь, есть новый день и должна быть новая работа. Поэтому они черно-белые, чтобы были максимально простые, без намешивания цветов, там, поиска форм. В час дня у меня уже было все готово. Вот, и в том числе перенос в материале. Вот. И я подумывал о том, что можно есть время, там, создать эскиз на завтра, например. Но сам себя останавливал, потому что так неинтересно. Вот эти вот ограниченные условия подстегивали к тому, чтобы создавать, создавать и создавать. То есть для меня это скорее не ограничение, а какой-то стимул, ну, по типу того, что слабо. Некоторые отзывы с коверканием моего псевдонима или еще что-то. Раньше как-то близко к сердцу воспринималось, сейчас больше весело. Есть такая работа, там текст «запрещай и влавствуй». Вот, то есть специально как бы ошибки я сделал в этих словах. И в процессе вывешивания ко мне подошел товарищ один. «Запрещай», говорит, пишется через «е». Вот, «запрещай», по-моему, да. Вот. Я говорю, я знаю, и все, и он ушел дальше по своим делам. Есть такой момент, что в выставочные пространства ходят уже подготовленные люди. Хотелось бы все-таки, чтобы с этим сталкивались люди, которые даже, может, и не планируют там посещать музей или там еще чего-то. Чтобы происходил такой щелчок, чтобы люди просто подумали. Я хочу показывать только свои работы. Когда работу я свою продаю, я лично не встречаюсь с людьми. Я просто не люблю светить еблом. Обмениваемся просто телефонами, я даю контакты друзей, вот, и они там встречаются и передают.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Юрий, да? А вы должен быть Игорь, да? Да. Вот работа Миша Маркера. Спасибо большое. Я не особо, конечно, верю и понимаю, что на 100% можно сохранить как бы анонимность в том, что я делаю. Но пока есть такая возможность, я ее буду сохранять. Мне очень нравится его игра слов и игра смыслов. Или то, как он интересно находит связи каких-то вещей, визуальные отсылки создает. Самый такой первый поверхностный смысл о том, что душа, она там имеет как бы разрез посередине в написании. И получается, что для души нашей русской лейкопластырем является как раз вот береза, русские просторы. Миша Маркер, лейкопластырь, картон, акрил, 2019 год. И можно говорить, что наступает весна, лейкопластырь там дает на картине росток, и что вот эта вот белая лента, она как является собой вот перерождение. Можно даже сделать отсылку визуальную к тому, что белая лента — это в принципе символ протеста был, и, наверное, остается, поэтому этот лейкопластырь как раз вот такой символ того, что рано или поздно все будет хорошо, несмотря на темные тона сейчас. Достаточно выходить на улицу и понимать, что ты живешь в великой стране. Для этого не нужно, чтобы тебе там рассказывали с экранов об этом, чтобы тебе доказывали. Никто бы и там и не слушал, не смотрел Навального, никто бы с ним не соглашался. Если ты реально выходишь на улицу, едешь там в комфортном автобусе на работу, которая тебе нравится, и живешь, и выезжаешь там на отдых куда-то, и путешествуешь. Ну, ты понимаешь, что жизнь как бы хороша, тогда тебе, конечно, было бы смешно смотреть, что там на все эти расследования про коррупцию и прочее, прочее. Вот. Но пиздец же происходит. Гайки закручиваются. Мне кажется, мы потихоньку деградируем. Мне вот эти понятия границ вообще не близки. Есть просто люди и все. А вот эти границы, флаги, гимны, государства, патриотизм, хуетизм и прочие измы, это просто... Блядь, люди умирают. Ну, взяли сейчас, да, вот Крым добавился, да, в нашем. Ну, что это за пиздец? Тема войны меня трогает очень сильно, поэтому так много антивоенных работ. Кучка кретинов наверху выясняют, у кого больше посредством убийства тысяч людей. Ну, просто для меня любая война выглядит именно так. Мы не говорим, конечно, про защитнические. Если на тебя нападают, то, естественно, нужно защищаться. Что в головах у людей, которые идут воевать? Я никогда этого не пойму. То есть убийство — это же что-то противозаконное, это же написано как бы в УК, я не знаю, любой страны. Большая была работа, называется «Победа». Там, где семья, вот улыбающийся чувак, там такой быдло вида, и он счастлив и радостен, а на стене, как чучело животных, просто головы убитых как бы людей. И вот мне очень гневно писала одна женщина о том, что я там что-то сделал, работу про какой-то терроризм, то, что головы отрубленных людей я там повесил, и вообще, что это я такое демонстрирую. Ну, то есть я ж не буду как бы доказывать свою точку зрения и о том, что война — это просто обмен трупами, и то, что победа на самом деле никакая не победа, а кусок говна. Если брать именно уличную выставку, раза 3 или 4 я ходил к этому забору, рулеткой все измерял.
как бы смотрел, как, что, чего, где повесить, чтобы эта экспозиция смотрелась хорошо. Развешивал я сам, там забор железный и сверху сетка. Вот, и к этой сетке я просто пластиковыми стяжками еще притягивал. Буквально минут 20-15 все это происходило. Это одно из самых таких крутых воспоминаний. Было 13 холстов. Они скорее о чем-то личном в человеке, о его внутренних переживаниях каких-то. Но я понимал, что, естественно, они там не останутся на очень долгий промежуток, но хотя бы 3 дня для себя я как бы выделил. Но день они провисели, и ночью их уже не было. Это можно вот. Вот, кстати, странно, некоторые работы, мне казалось, что она, достаточно провокационная, но она с успехом провисела неделю. Там чуть-чуть была где-то надорванная. А это с чего я начинал, собственно говоря, вешаться именно на афишных стендах. Вот эта работа «Нищий» называется. Есть у меня... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вешал на мосту через канал Грибоедова. Эта работа у меня как бы давно появилась в голове. Я Крюков, канал Грибоедов, я исходил вдоль и поперек. Нужно было все замерить, как бы, и вот я замерил вот этот мост, шагами замерил буквально, подумал, что баннер, наверное, должен быть длиной 11 метров. Но одно дело, когда ты в голове представляешь себе 11 метров, а другое дело, когда ты их видишь. Я занес в комнату, и в одну сторону и в другую, я его развернул, думаю, как это вешать? Купил же, опять же, этих пластиковых стяжек, жилет светоотражающий, пошел разворачивать, вешать. Сверху, снизу затянул этими стяжками, еще они торчали. Я думаю, если никто меня за эти 20 минут не забрал и никуда не увез, то чтобы смотрелось лучше, нужно эти стяжки обрезать, хвосты, которые торчащие. Вот, и все, обрезал. Очень люблю эту работу. Вот там адреналинище, конечно, зашкаливал прям. Это всегда волнительно. Вот эти ощущения, наверное, меня выгоняют на улицу. Хочется переживать их снова и снова, поэтому снова и снова выхожу. Я не хочу уезжать никуда из России. Не знаю, может быть, в пресловутой сытой Европе мне было бы просто скучно. Каких-то глобальных задач не ставлю. Вот выставку, да, очень хочу. Из холстов и уже в помещении. Возможно, не в России.